Друзья, всем привет! Я в прямом эфире, с вами Айман Ескараева. Сегодня тема нашего прямого эфира будет, когда вам следует открывать иск, когда вам следует подавать заявление в Эмиратах и при каких случаях. Мы разберем с вами, во-первых, мы разберем, что такое кейс, когда вам надо открывать кейс, какие документы вам надо собрать, сколько это вам будет стоить. И самый главный вопрос, на который мы хотели бы здесь, я вот хочу вам озвучить, это очень важно, крайне важно для тех, кто собирается открывать кейс, в целом в Эмиратах, в Дубае в том числе. Это самый главный вопрос, это стоит ли вообще открывать его и когда вам какие вопросы задать себе прежде чем открывать кейс. Пожалуйста, сохраните это видео, если вы планируете в будущем, у вас есть какие-нибудь спорные вопросы. И на самом деле это как памятка для тех, кто имеет какие-то незакрытые юридические вопросы, судебные споры в Эмиратах. Итак, поехали. Итак, для начала, что такое кейсы, друзья? Кейсы – это, говоря на наш язык, мы часто не используем в наших странах, это на самом деле исковое заявление. Это может быть уголовный кейс, если у вас уголовное дело, или гражданский правовой спор, это и есть кейс, только в этом плане гражданский называется кейс. И есть трудовые вопросы, отдельная категория вопросов, но и в рамках гражданских исков мы можем сказать, это брачные отношения, да. Брак – это тоже на самом деле контракт между двумя людьми, если исходить из понятия государственного управления, закона. Вот. И напишите мне, пожалуйста, как у меня звук, у меня сегодня новое устройство, и я не совсем уверена, слышно ли меня хорошо. Итак, друзья, поехали. Мы не будем сегодня сильно подробно останавливаться на брачных отношениях, на брачных кейсах, потому что это отдельная категория вопросов. И я думаю, что отдельно этому тему мы посвятим. Я об этом часто говорила и думаю, еще отдельно, если вам интересно, напишите, я буду делать прямой эфир на тему вообще брачных отношений, развода и так далее, кейсов, да, в сфере семейно-брачных отношений. Сегодня я хочу разобрать тему о том, когда вам следует открывать кейс в Эмиратах и на что внимание необходимо обратить. Итак, друзья, разобрались, да, что такое кейсы, мы теперь знаем. Если мы говорим о гражданских исках, это споры между двумя лицами. Это может быть спор между юридическими лицами, между юридическим лицом и физическим лицом. То есть это когда компания спорит, и эта компания не является работодателем, потому что если компания является работодателем и спорят работники и работодатель, то это уже трудовые споры, это отдельная категория вопросов. Итак, первое, над чем следует задуматься, чем отличается, да, гражданский иск и уголовный. Очень часто ко мне обращаются, и почему-то наши граждане путают, да, многие путают, что гражданские иски, друзья, это всегда нарушение ваших прав в контрактных обязательствах. Это, как правило, является, когда две стороны равноправны полностью. Если мы говорим про уголовное законодательство, то это нарушение в первую очередь какого-то объекта, да, объектом преступления, правонарушения является какая-то неприкосновенность, какая-то установленная норма закона. То есть даже если это посягательство на вас, кража личного вашего имущества, то в любом случае это государственное устройство, когда, если вдаваться в теорию права уже уходить, то это нарушение общественного порядка в целом установленного законом, и это уголовное правонарушение, потому что у него степень нарушения высокая, ответственность высокая. Поэтому, друзья, почему я это подчеркиваю, потому что это важно понимать, чтобы вы не думали, что если, например, человек у вас забрал деньги и не возвращает, у вас какие-то с ним были отношения, он вас обманул и он мошенник, и вы считаете его таким мошенником, на самом деле вам будет трудно открыть уголовный кейс, потому что вас будут полиции отправлять на уровень гражданско-правовых отношений, и они будут правы, потому что ваш спор, даже если вас обманули, даже если у вас какие-то обиды, это не означает, что человек является преступником по закону. Преступником являются только те, кто нарушает, посягают на именно нормы, защищаемые уголовным законодательством. Почему это важно понимать? Потому что еще один важный момент, что человек, который наказан в уголовном судопроизводстве, он не будет платить вам ничего. Он будет нести ответственность, предусмотренную законом, в том числе
числе, ну, в первую очередь, это законы Объединенных Арабских Эмиратов, федеральные законы в отношении конкретного там объекта, например, если это кража, это порча имущества, это причинение вреда здоровью в том числе, да, в любом случае будет оплачен штраф, то есть это будет идти в казну государства. Это очень важно понимать, потому что вы не думаете, что если вы открыли уголовное дело, то придет ваш должник и вам все деньги вернет. Это не так, поэтому, пожалуйста, друзья, в этом плане нужно очень четко разграничивать понятие гражданского и уголовного дела, потому что очень часто ко мне приходят и говорят: вот мы сейчас на него уголовно откроем, и он сразу прибежит и нам вернет долг. Во-первых, не откройте, во-вторых, он вам не вернет долг. Он даже вот чековый кейс, если у вас есть чек, не погашенный от должника, вы открываете уголовное дело, вы полагаете, что человек вернет вам задолженность, он вам не вернет. Он будет, согласно порядку, предусмотренному уголовным законодательством, он оплатит штрафы или посидит несколько месяцев в тюрьме, если сумма очень высокая вашего чека, ну, как это предусмотрено законом, и, соответственно, он будет полностью перед законом выполнившим свои обязательства, то есть он понес наказание, определенные штрафы выплатил, а перед вами у него остается задолженность в порядке, предусмотренным гражданско-правовым законодательством. Это очень важно понимать, потому что еще это и трата вашего времени, это ваши неоправданные надежды. Отличие гражданского от уголовного еще в том числе в том, что в гражданском процессе, друзья, вы инициатор и вы платите государственную пошлину. Тот, кто инициирует, тот и платит государственную пошлину. Если инициатором является в уголовном производстве, может быть инициатором прокуратура, может быть в принципе государственные органы преследования. Можете по вашему факту заявления открыть уголовное дело, то в гражданском процессе это всегда вы инициатор, вы платите, в уголовном деле бесплатно. То есть открывается кейс по факту конкретного нарушения, и открывается он бесплатно. Теперь переходим, вы теперь знаете, да, отличие. Ну, трудовые вопросы, я думаю, друзья, это понятно, да, когда работодатель и работник, у них какие-то отношения завязались. Еще очень важный момент, друзья, если у вас нет трудового контракта, если вы работаете без контракта, вы даже можете не рассчитывать на то, что вас будут защищать согласно закону, предусмотренному по трудовым правоотношениям в Эмиратах. Вот когда вы приходите и говорите, что вы работаете нелегально, почему ни я, никто из других юристов вам не может помочь, потому что вы даже не подпадаете под закон. Вы сами нарушаете закон, поэтому в первую очередь у вас должна быть трудовая виза, вы должны работать и вы должны числиться работником для того, чтобы подпадать под законы, и, соответственно, мы могли вас защитить. Теперь, значит, вы знаете отличия. Переходим процедурно по вопросам, друзья. Когда ко мне приходят на консультацию по вопросам открытия гражданских исков, гражданского нарушения, давайте рассмотрим такой важный момент, очень важный момент, на которых надо остановиться, прежде чем решить вопрос, открывать ли вам кейсы. Первый очень важный момент, друзья, надо понимать, есть ли у вас доказательства. Если у вас нет доказательств, вы можете даже не пытаться, потому что, в принципе, в судопроизводстве все предельно четко и понятно. Если у вас есть письменные доказательства, очень даже такие, знаете, основательные, когда понятно, что есть печать, подпись, уполномоченные лица подписали, у вас есть, вот письменным доказательством относятся это платежные документы. Это само собой ваш контракт. Контракт должен быть подписан обязательно. Вам не пойдет просто сканированная версия, отправленная без подписи, без дат, без ничего. Очень важные моменты, и эти все моменты нужно проверять на стадии до того, как вы открыли уголовное дело. То есть не нужно идти, я очень часто повторяю, что нельзя открывать кейсы, если вы не уверены в том, что у вас очень сильная позиция. Потому что имейте в виду, что другая сторона тоже принесет какие-то документы. Вы не можете знать, что будет впереди, но вы можете, по крайней мере, максимально свои интересы. Все, что вы говорите на словах, это не действительно. Вы, пожалуйста, имейте в виду, что бы вы там ни излагали судье, какое бы исковое заявление классно не составил ваш адвокат. Очень часто бывает, что вы думаете, что ну вот, хочется весь этот поток эмоций выплеснуть. На самом деле важны факты. Эти факты должны быть подкреплены конкретными важными документами.
Итого этими важными документами являются договор, счета-фактура, акт приема передачи, таможенные декларации где-то о поставке товара, накладные, счета-фактуры. То есть все, что имеет отношение к делу, это очень важные моменты. Также я очень часто прошу брать письменный имейл, да, если по крайней мере имейл о том, что вот человек готов вам погасить там, или компания обязуется погасить. То есть такие важные моменты, на которые надо обращать внимание, друзья. Это письменные доказательства. Еще бывает, что свидетельские показания, ну, конечно же, переписка в WhatsApp, она может быть прикреплена, но сильнее будет email, друзья. Переписка официально на email адрес, она на самом деле тоже принимается. Имейте в виду, что все эти документы вы в последующем будете переводить на арабский язык. Я очень часто говорю, чтобы вам в обязательном порядке желательно брать их сокращать. То есть если есть какой-то огромный шаблон платежных документов, сделайте один акт сверки приема, там, акт взаиморасчетов, где вы укажете вашу общую задолженность, чтобы было понятно и вам, и судье, и вообще в будущем. Какой-то делайте промежуточный отчет. А теперь мы говорим о важности доказательств. Первое, что у вас должно быть, это доказательство. Второй, друзья, момент, что у вас должно быть, это основание. Основание – это законодательное основание требовать, то есть есть договор, это основание, когда вы требуете по закону, вы обязались, договорились, что эта сторона выполнит обязательства согласно договору, и вот это является основанием, подкрепленным законом. Почему важно еще основание? Потому что бывает, что вообще оснований нет. Если вы сами подписали, если вы подписали, что та сторона там не обязана ничего платить, то как вы можете потом требовать? Если бы устно он сказал там одно, а по факту оказалось другое, что на самом деле вы договорились там на документах об одном. У меня были такие случаи, друзья, потом уже не обижайтесь. Вы не можете отстаивать это в суде и просто устно говорить о том, что да, вот мы договорились, а этот человек нехороший, он как бы нарушает наши устные договоренности. Если у вас нет письменных договоренностей, у вас нет оснований. Теперь очень важный момент, друзья, когда вы открываете кейс, у вас должно быть также рычаги воздействия. Рычаги воздействия, я говорю о том, что это очень важный момент, что вообще эта компания или это лицо, оно находится на территории Эмират, что у него есть офис, что у него есть жизненно важные интересы здесь, что у него есть активы. То есть, если этого всего нет, какой смысл судиться? Если вообще финансовая платежеспособность, есть ли у этого человека или у этой компании? Если этого нет, то вы в целом просто зря потратите время. Поймите, пожалуйста, что это в ваших интересах ваших открывать кейс. Ну, не доверяйте, пожалуйста, такие моменты, когда бывает, что ой, давайте откроем кейс, там разберемся. Нет, вы и там не разберетесь. Это, скорее всего, хорошо, если... Ну, у меня были, к сожалению, такие случаи, когда я выигрываю кейс, выиграла кейс очень хороший, очень большой, все было благополучно, успешно против компании, у которой действительно были активы, и руководитель был благополучно так вот развивался и вроде как собирался оплатить, но потом случилась эта пандемия. Я к чему говорю, что в принципе важно понимать, что когда вы открываете, когда вы судитесь, когда вы боретесь, когда вы инвестируете в свою победу, вы должны быть уверены, что на выходе, в конце туннеля есть свет, что есть возможность потом что-то взыскать с этого должника. Если этого нет, то смысла нет открывать, и даже вообще можете забыть об этом. Я вот честно советую забыть, потому что иногда забыть и уйти, закрыть этот вопрос, это лучшее решение для вас, это уже победа, что вы не продолжаете дальше безрезультатно, бесперспективно продолжать и бороться за то, что не имеет для вас результата и смысла в конечном итоге. Смотрите, как узнать платежеспособность? Очень хороший вопрос, друзья. Смотрите, вы не можете вот просто взять и узнать платежеспособность, никто вам там банковский выписку не даст, никто вам не даст бухгалтерский баланс, да, как правило, компании. Но вы можете с юристом проделать, как правило, вот я для своих клиентов проделываю такую работу предварительно. Нужно делать я не знаю, как это называется, я думаю, что не совсем, но есть методики, конечно, когда вы делаете предварительный анализ, есть ли у этой компании офис, вплоть до того, что обязательно едешь в офис.
обязательно знакомишься там, смотришь вокруг, там что да как, с прежними людьми разговариваешь, как у компании обстоят дела, какие у компании платежи, какие у клиенты у компании, проверяйте веб-сайт, проверяйте, в принципе, ну, очень большой, я сейчас не могу на этом останавливаться подробно, но есть открытая информация, есть какая-то, скажем так, инсайдерская информация, которую необходимо обязательно исследовать максимально. Конечно, это не факт, что вы все узнаете, это можно и не узнать, если как бы компания. Но если она в компании в Дубае, если у нее есть физический офис, если у нее есть платежи банковские, если у нее есть работники, если у компании есть автотранспортные средства, если компания оплачивает по обязательствам, то есть такие вещи, вопросы вы видите, даже можете как потенциальный клиент обратиться к компании, уточнить какие-то банковские вопросы, то есть много-много методов, это там творчески надо подходить, это уже по каждому клиенту работаете отдельно. Но желательно максимально убедиться, и только в этом случае открывайте кейсы. Если вдруг вам будет интересно, вы можете отдельно ко мне на консультацию прийти, потому что этот вопрос, он обширный. Это я не могу сказать по конкретному одному лицу, по другой компании конкретно, и даже раскрывать свои методы я не хочу и не могу, потому что меня смотрят не только те, кто соблюдает закон, но и кто и нарушает, как оказалось, тоже смотрят, чтобы в будущем вот смочь еще больше обойти законы. Итак, друзья, рычаги воздействия — это банковские счета, это квартира, это автотранспортные средства, это активы, да, в целом. Это то, чем человек или компания дорожат. Это должно быть иметься для того, чтобы вы понимали, что в конечном итоге что-то да вы вытащите. Ну и, конечно же, физически он должен быть здесь, если физически его нет. Ну, даже если физически его нет, можно ему поставить travel ban. Это тоже вот есть такой метод воздействия. Так, значит, ну и самый главный, друзья, у вас есть время, у вас есть деньги для того, чтобы преследовать своего должника, потому что это, в принципе, может затянуться, это очень часто затягивается. Конечно, вы ему жизнь отравите, и зависит здесь тоже от многих факторов, там, как вы активно и настойчиво будете этого добиваться, на каком-то этапе он погасит, а может не погасит. То есть вы, опять же, никто вам гарантию не может этого дать. Но остается фактом, что именно время затягивается процесса. И почему оно затягивается, друзья? У меня есть объяснение этому процессу, это очень долго объяснять, но в целом надо просто соблюсти процедурные сроки. То есть каждый раз на уведомление дается, на оспаривание даются сроки, на оспаривание решения дается срок на апелляцию, после апелляции дается срок на судоисполнение, на судоисполнение дается срок, там, определенное количество дней, плюс еще требуется уведомление. А если вы будете уведомлять, вы должны будете, если не знаете, где он живет, а как правило вы не знаете, где живет, может даже компания исчезла, не там, где сидит мужик, то есть какие-то вещи дополнительно судьи запрашивают, может быть, человек съехал, вам нужно будет опубликовать, это надо тоже, а если в газете будете публиковать, это опять же требует времени, ну то есть вот эта вся беготня, она у вас, если вы сами будете заниматься, кстати, вы можете этим сами заниматься, ну, под присмотром юриста, у меня были такие люди, успешно они все взыскали сами, то есть я так помогала, подсказывала на этапе, это очень тоже интересно наблюдать, и я прям вот горжусь людьми, которые смогли сами без юриста, без этого, ну, есть у меня одна сильная девушка, она добилась этого сама. Я к тому, что да, можно и самим, но обычно люди делегируют юристам делегировать это, потому что это наша работа. Мы каждый день ходим и выбиваем, как можно сказать, устраиваем вот такие вот разносы своим должникам и всем там, кто имеет какие-то проблемы, кому-то решить проблемы, в общем, и деньги. Друзья, в Эмиратах очень дорого судиться, особенно дорого судиться, если у вас арбитражные инстанции. Если вы в договоре предусмотрели, что у вас в случае спора должны они быть решаться арбитражные инстанции, то считайте, что вы сами себе усложнили жизнь, потому что, ну, не скажу, что прям совсем, но в любом случае арбитражная инстанция, она несколько иная, процедурно, и судоисполнение у нее несколько чуть больше будет отличаться. Но если вам интересно, опять же, на частную консультацию можете прийти, я вам объясню.
Итак, значит, мы с гражданскими вопросами разобрались, друзья. Значит, рычаги воздействия, все эти вам нюансы, которые вам необходимо учесть, я вам сказала. Ну, это так, в общем. Я не могу сейчас абсолютно все в рамках одного прямого эфира рассказать, но надеюсь, что это даст вам такой ориентир. Итак, друзья, теперь по судоисполнению, да, если мы выигрываем процесс, ну, как правило, если мы сделали все правильно, мы выигрываем процесс. В Эмиратах очень честно, мне очень нравится работать здесь с судьями, с государственными органами, потому что здесь довольно-таки все понятно, справедливо. Решаются все вопросы адекватно. Такого не будет, что вопреки всему там взяли и вынесли решение, вот взяли из потолка свалилось вам решение непонятно откуда. Нет, там будет обоснованное решение. Итак, друзья, далее, значит, судоисполнение – это отдельная категория. Там на судоисполнение вам нужно будет опять возбуждать отдельное судопроизводство. Это органы судоисполнения будут далее решать вопросы. Опять же, там даются сроки на судоисполнение добровольное. Далее будет принудительное исполнение. При принудительном исполнении можно будет применить разные рычаги воздействия. Это как блокирование банковского счета, это арест, если это физическое лицо, это блокирование лицензий компаний, это блокирование выезд страны. Это вплоть до руководителя можно будет преследовать, ну, то есть такие вещи, когда арест на недвижимость, на движимое имущество, то есть то же самое, что в наших странах, здесь это все то же самое есть. Здесь уже не буду подробно останавливаться, это отдельные вопросы, это там куча, нужно будет тоже вам рассказать это долго, можете, в принципе, прийти, если интересно, это вот дошли до этой стадии. Теперь про судоисполнение сказала, про уголовные дела сказала. Уголовные дела, друзья, самое главное, что вам надо знать, это что это бесплатно, что иногда часть категорий вопросов решается на уровне прокуратуры. Также еще интересные вопросы, что, ну, это очень сильная мера на самом деле. Если у вас параллельно и уголовный вопрос, и гражданский вопрос, делайте уголовные этапы, на самом деле, когда на человека, на любого адекватного человека как бы объявлена такая вот, скажем, оперативно-розыскная деятельность, что он уже числится, как числится на него какой-то кейс, то это понятно, что человек уже понимает серьезность ваших намерений, и чаще вы добиваетесь своего на этом этапе, если вдруг вы не получили, ну, в гражданском этапе, в гражданском производстве чуть-чуть длиннее, сложнее. Так, ну, трудно открыть его, друзья, что я знаю по уголовному. Это не так, что вы зашли в полицию и сказали, вот, хочу открыть, у меня так-то, так-то. То есть, да, вы можете открыть сами, но у вас могут возникнуть сложности, если они вас не поймут, если вы попались как-то вот, скажем, не вовремя там было, допустим, случай бывает, что очень они заняты. То есть здесь нужно немножко проявить, ну, как настойчивость, чтобы донести. Ну, зависит, конечно, от категории уголовного правонарушения. Я тоже на этом не буду подробно останавливаться, друзья. Это тоже от случая к случаю, я имею в виду, кейсы разные, поэтому, пожалуйста, на консультации можем разобрать это, потому что на самом деле, ну, невозможно обобщить все. Так, ну теперь трудовые вопросы, друзья. То есть про гражданский вам сказала очень важные моменты, про уголовные вам сказала важные моменты. Про трудовые вопросы это бесплатно. Друзья, по трудовым вопросам мой вам совет. Никогда не нужно идти, я не знаю, и тратить время на адвокатов, на юристов. Это вы можете сделать сами. Позвоните в колл-центры. Вы все очень грамотные, очень сильные люди. Раз вы здесь живете и работаете в Эмиратах, я уверена, что каждый из вас может отстоять свои права. В трудовых вопросах вы должны знать, что вы 100% правы. Если вы не правы, вы, друзья, просто смиритесь с тем, что вы не правы, что вы что-то делаете вопреки нормам морали, права и так далее. Ну, то есть бывает же, да, очень часто, что вы только свою позицию считаете верной, а на самом деле, если объективно посмотреть, что вы там не доработали, что вы хотите покинуть, что вы должны оплатить по закону, вы то есть тоже себя должны немножко ставить на место работодателя. Если вы нашли консенсус, а это самое главное, самое правильное вообще в трудовых вопросах, не тратьте свое время на
судебные процедуры. Судебные процедуры, друзья, это крайняя мера. Идите в суд, если вас нагло ущемляют, если вас полностью игнорит, если компания на самом деле, ну такая вот, знаете, бывают же такие вот нехорошие на самом деле, вот ну такие вот внутри действительно такие вот компании, которых надо наказать, вот тогда идите. Ну и то, конечно, друзья, что я могу сказать по трудовым вопросам, вы добьетесь только того, за что боретесь. То есть они должны были это сделать по закону, и так-то должны были, допустим, вам оплатить, а вам приходится пройти через 3 круга ада, скажем, потому что это ваше время. Это в любом случае ваши усилия, ваши нервы. И вот, к сожалению, такие моменты, как судебная вот эта вот процедурная, это будет отнимать у вас опять же энергию. Да, это бесплатно, как бы бесплатно, потому что в любом случае вы будете платить. Вы будете платить определенные платежи. Это делается через, ну, я рассказывала это в видео своих предыдущих, это делается через органы Тахлис или Алядит, вы можете пойти сами, в зависимости от категории, если вы в фризоне работаете, сначала администрация рассматривает, и потом она дает документ, что им не удалось на своем уровне решить ваш вопрос, и вас отправляют в судиться. Судиться вы опять же просто подаете иск, вы там можете все прописать, все свои требования, зависит от того, опять же, к какому работнику вы попались, если он действительно грамотный, он хорошо написал, он вас сопроводил, все у вас будет хорошо. Трудовые вопросы, как правило, решаются всегда в пользу работника, если действительно работник прав, потому что работники тоже не открывают просто так. Вот. Ну, никто не будет идти и просто так жаловаться на компанию, если он понимает, что он прав, он будет бороться за свои права. Так просто люди тоже, да, не жалуются и не ходят годами, там, месяцами за своими деньгами или за восстановлением каких-то нарушений своих прав. Ну, вот, конечно, здесь то же самое правило срабатывает, друзья, по трудовым вопросам всегда имейте доказательства. Если у вас не прописано это в контракте, например, сверхурочные, там конкретно оплата, или какие-то комиссионные, или какие-то, ну, очень много вопросов, когда вы сами проверьте, пожалуйста, если у вас этого нету в контрактах, если это нигде письменно не проскальзывает, то как вы докажете? Понятно, что это на слово верить в нашем мире, это тем более в юриспруденции, там доказывать, это всегда нужно на основании каких-то письменных доказательств. Ваша WhatsApp переписка непонятно с кем, там, с кем-то из просто персонала не пойдет. Это нужно будет, чтобы вам сказали на уровне через email. Если кто-то что-то хочет от вас, что-то вы понимаете, что это может быть использовано в последующем против вас, вы всегда требуете письменно. Опять же, наслушавшись меня, не становитесь, не ссорьтесь с работодателями, всегда ищите компромисс, ищите консенсус, согласование вопроса своего мирным путем, друзья. Ну, я надеюсь, что у вас все будет хорошо. На самом деле сейчас ситуация все лучше и лучше становится в плане защиты прав, в том числе работников, в том числе и в гражданских спорах, и в уголовных. Я вижу эти продвижения, все-таки нужно давать, ну, как бы в этом плане отметить, что очень система, она сейчас развивается хорошо. Друзья, это была основная информация. Пожалуйста, делитесь своим мнением. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за обратную связь. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня в YouTube, скажите, какие темы вы хотели бы еще, чтобы я вам осветила. С вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае. И всем пока, всем спасибо за внимание. Я сейчас быстренько гляну, если у вас еще вопросы ко мне были. Так, я смотрю, что сегодня меня смотрело больше количество людей. Спасибо вам огромное, большое спасибо. Всем пока.